13 сентября 1941 года Зое Космодемьянской исполнилось 18 лет. Она работает в ночную смену токарем на заводе и мечтает попасть на фронт, защищать Москву. При штабе Западного фронта создается диверсионно-разведывательная часть номер 9903, командир майор Спрогис. Ему поручено вербовать в воинских частях молодых добровольцев. Всем ясно, вербуют смертников. Впрочем, честно предупреждали, 90% из вас погибнут. Погибло 95%. В частях вербовка сорвалась. Никто не хотел ехать из пекла в самое пекло. Закономерность. Чем дальше от фронта, тем больше оптимизма. Командир части обращается в Московский городской комитет комсомола с просьбой выделить хотя бы 1000 юношей и девушек. Здесь проблем нет, все хотят на фронт. На комиссию приходит 3000 человек. Срочно, в считанные часы, создаются отряды из мальчиков и девочек, готовых к самопожертвованию. Принимали почти всех. Одно «но». Диверсанту нельзя быть слишком приметным. Тем более красивая девушка. Это главный параметр, по которому Зоя Космодемьянская не подходила. Майор Спрогис отправил ее домой, мол, позовем, когда нужно будет. Около приемной она осталась на ночь. Она словно стремилась к смерти, и ее взяли. В чем командир части Артур Спрогис потом винил себя. Его слова: такую красоту и на фронт пустили. Красноармейцы и политрук были теми самыми знаменитыми панфиловцами, которые погибли, но немцев к Москве не пропустили. Первое задание группы, в которую входила Зоя Космодемьянская, перейти линию фронта и заминировать дорогу Шаховская-Княжьи горы под Волоколамском. И снова судьба словно пыталась хранить Зою от гибели. При переходе через реку она провалилась в полынью и сильно простудилась. В госпиталь попросила не отдавать. Отлежалась неделю и уже 16 ноября заявила, что здорова. Ее включили в диверсионную группу Павла Проворова, командиру 18 лет. Перед выходом за линию фронта всех собрали в красном уголке. Все было не так, как обычно. Это правда, но не вся. Всю правду рядовым диверсантам обычно не говорят. Осенью 1941 года за подписями Сталина и Шапошникова выходит приказ о создании специальных команд по разрушению и сжиганию населенных пунктов в тылу немецко-фашистских войск. В нем говорится, что германская армия плохо приспособлена к войне в зимних условиях, не имеет теплого одеяния, и задача наших диверсионных групп – лишать их возможности укрыться от мороза. Ставка требовала разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в немецком тылу. Немецкий тыл – это считанные километры от Москвы, населенные пункты, наши деревни и села, дома своих же русских людей. Это была тактика выжженной земли, но скорее войны с собственным народом. В полках стали создавать факельные команды по 20-30 человек из наиболее отважных бойцов и командиров. За линию фронта были также переброшены и несколько тысяч добровольцев-диверсанток, таких как Зоя Космодемьянская. Арифметика простая. Если каждый сожжет хотя бы по 2-3 дома, немцам негде будет жить. Только за одну неделю было уничтожено 53 населенных пункта. Петрищево – объект повышенного стратегического внимания. В глухой деревне немцы расположили часть армейской радиоразведки. Вывести из строя немецкую станцию – задача номер 1. Сжечь дома, где живут солдаты вермахта – это уже по пути, если получится. Подступы к Петрищеву перекрыты, на подходах мины. Командир решил, что с задачей справиться нельзя, и дал приказ возвращаться. Но не все подчинились приказу. Их было 3, кто пошел в село на свой страх и риск. Борис Крайнов, Василий Клубков и Зоя Космодемьянская. Советские войска освободили Петрищево 14 января 1942 года. Буквально через пару дней в деревню приезжает корреспондент «Правды» Петр Лидов. Лидов опрашивает почти всех жителей деревни, выясняет подробности гибели девушки-партизанки. Он первый, кто успел поговорить с очевидцами ее казни. Фотограф Сергей Струнников – первый, кто сделал ее снимки.
Из рукописи Лидова. Мы выкопали тело Зои из мерзлой земли. Я отер иней с ее высокого смуглого лба. Она была как живая. «27 января 1942 года в «Правде» появляется статья Петра Лидова «Таня». Таня, именно так назвала себя Зоя Космодемьянская, оказавшись в плену у немцев. Этот материал сразу нравится Сталину. Он отмечает его среди всех остальных статей о людях, боровшихся с оккупантами. Вот народная героиня. Эти слова Сталина становятся хрестоматийными. Борис Крайнов – единственный, кто выжил после этого задания. Он погиб позже, в боях под Новгородом, в марте 1943 года. Присутствие третьего человека, Василия Клубкова, на протяжении многих лет тщательно умалчивается. Есть прямые доказательства, что именно он предает Зою. Но писать об этом в советских газетах недопустимо. Он комсорг группы. Документы по делу Василия Клубкова хранятся в КГБ под грифом «Совершенно секретно». Из показаний Василия Клубкова. Не помню как, но вдруг на меня навалились два фашистских солдата, повели в штаб. Гитлеровский офицер начал допрос. Я не стал сперва говорить, что партизан, сказал красноармеец. Меня начали бить. Потом офицер наставил к виску пистолет, и тогда я сказал, что пришел в деревню не один. Василий Клубков расстрелян 16 апреля 1942 года. Обвинение – измена родине. Зою Космодемьянскую арестовывают в ночь на 29 ноября. Она во второй раз идет в Петрищево. Считает, что должна поджечь еще несколько домов. Поступок странный. Совершенно ясно, что немцы будут ее там ждать. Она вновь и вновь стремится к своей героической гибели. В статье Петра Лидова говорится, что Зоя была схвачена немецким часовым. Партизану удалось оттолкнуть немца и выхватить револьвер, но выстрелить он не успел. Солдат выбил у него из рук оружие и поднял тревогу. Партизан был отведен в избу, где жили офицеры, и тут только разглядели, что это девушка. На самом деле все было гораздо прозаичней. После допроса Василия Клубкова немцы выставили усиленный патруль. Привлекли к нему и жителей села. Организовал поимку диверсантки местный староста Степан Сферидов. А к немцам она попала, когда на второй день она пришла конюшню поджигать. А немцы приказали, каждый, чтобы за своим домом следил. Вот. А сосед староста, он, видимо, заметил тень. Вот, и сказал немцам. Они побежали, схватили ее. Она хотела стрельнуть и не успела. Ближайший дом от конюшни, где схватили Зою, дом Седовых. Привели ее со связанными руками. Во время обыска были еще 15 немцев, которые жили в этом доме. Маленький мальчик Юра Седов видел все это собственными глазами. В ноябре 41-го ему было 6 лет. Когда ее завели, нам интересно, что случилось, кто это, кого привели. Ну вот мы на печку раз, залезли и смотрим в дырочку. Смотрим, девушка стоит. Ага, и немцы вокруг нее ходят. Фрау, фрау, партизан, партизану. Это их слова, да. Партизаны, партизаны. Вот. Ну, недолго, да. Вот, отобрали мне сумку эту. Угу. Там рукавицы меховые. Такие были у нее. Бутылка со смесью. Вот. Ну, оружие, не знаю, было или не было, не помню. Из показаний пленного унтер-офицера Карла Байерлейна. На следующий день по роте прошел шум. Наша стража задержала партизанку. Я спросил, что сделала эта молодая девушка. Мне сказали, она собиралась поджечь дом и имела при себе 6 бутылок бензина. Командир полка, подполковник Рюдерер, захотел выяснить имена ее помощника. Девушку поволокли в помещение штаба батальона. На улице ее продолжали избивать. Она посинела от мороза, раны кровоточили. Доченька, ты моя горькая. Как поминать-то тебе? Я не знаю. Вспоминайте меня Таней.
Космодемьянская называет себя Таней. Это имя она взяла у Татьяны Соломахи, любимой героини ее детства. Здесь, под Москвой, в ноябре 41-го, Космодемьянская пыталась с точностью воспроизвести ее путь к гибели. Из статьи Петра Лидова «Таня». Солдаты, жившие в избе, окружили девушку и громко потешались над ней. Одни шпыняли ее кулаками, другие подносили к подбородку зажженные спички, а кто-то провел по ее спине пилой. Там же и бабушка эта Воронина жила. Ну как же, они же все потом рассказывали. Да. Что там с ней делали, естественно, она не говорила. Вот. Но то, что допрашивали, там пить попросила, лампу ей подсовывали. За одну ночь Космодемьянская сменила 3 дома. Конечный пункт – дом Прасковьи Кулик. Здесь живут 25 немецких солдат. Хозяев немцы выгоняют на мороз, они ютятся в домах соседей. Жителям 3 сожженных Зоей домов тоже некуда идти. Не только наш народ, а с других деревень здесь было. Потому что все кругом деревня сожжены были. И все находились в наших домах здесь. Кто где мог там. Ну, здесь не было такой возможности, чтобы лезть где-то сидеть. Все стоя стояли. Все деревня сожжены были. Понятно, что жители домов, которые сожгла Зоя, относились к ней совсем не как к героине. Свидетельство Федосии Солыниной, хозяйки одного из сожженных домов. На другой день после пожара Смирнова находилась у своего сожженного дома. Я подошла к ней и сказала: «Пойдем, я покажу тебе, кто тебя сжег». Пошли к Кулику. Зоя лежала на кровати. Я стала ее ругать и 2 раза замахнулась веревкой, а Смирнова ударила рукой. Свидетельство Прасковьи Кулик. Смирнова на ходу взяла чугун с помоями, бросила в Зою, и чугун разбился. Я быстро вышла из чулана и увидела, что Зоя вся облита помоями. Проснулись, а немцы сидят на виселице и колотят. Виселицу уже делают. Вот, и нас выгнали всех на казнь. 29 ноября в 9 часов утра Космодемьянскую ведут к виселице. Казнь через 2 часа. Шла сама, никто не поддерживал. У нее на груди табличка с надписью «Поджигатель домов» на русском и немецком. Свидетельство Ивана Солнцева, хозяина одного из сожженных домов. Когда при казни Зоя крикнула: «Немецкие солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в плен, победа за нами», Смирнова подошла и сильно ударила по ее ноге железной палкой, сказав: «Кому-то загрозила, мой дом сожгла, а немцам ничего не сделала», и выругалась. Здесь у нас была одна, фамилия ее Солынина была. Вот, и у кого она дом сожгла. Та тоже: «Что же ты сделала, девочка, ты меня оставила без дома, туда-сюда». Она не отвечала. Ответила о том, что повесьте, за миллионы людей отомстят. Вот ей пощечину немец ударил, потом сошел с этих ящиков, вырвали из-под ног ящики, она и повесла. После казни Космодемьянскую не снимали с виселицы еще месяц. Кто мог? Все были напуганы, настолько, что первый раз видим, как человека вешают. Мы же не видели никогда. Первый раз мы увидели, вот ее, как ее повесили. А потом уже привыкли к этому. Вот она сколько висела, здесь крутилась и вертелась, и ветер был, и холод был, и все. И никто не подходил к ней даже. После прихода Красной Армии местные жители похоронили Зою Космодемьянскую на окраине деревни. В мае 42-го прах перенесли на Новодевичье кладбище.
Уже с 1942 года Космодемьянской придают статус официального символа. Фотография повешенной девушки появляется в центральных газетах. Считается, что она вдохновляет миллионы людей на подвиг. Саму Зою сравнивают с Жанной д'Арк. Это счастье – умереть за свой народ. Ее именем называют школы, колхозы, улицы, горный перевал и даже вновь открытую малую планету. Пионерские организации обязуются проводить тематические вечера и уроки мужества, посвященные подвигу Зои. 1991 год. Появляется новый термин – дегероизировать. Лишить страну героев, которым всегда старались подражать. Молодежи не у кого учиться и не за кем идти. Дегероизация коснулась и Зои Космодемьянской. Чем нелепее ложь, тем охотнее люди ей верят. В газетах писали, что после вскрытия в теле Космодемьянской было обнаружено 17 зародышей, результат насилия немецких солдат. Что Космодемьянскую не повесили, а отправили в концлагерь. После войны она вернулась домой, но мать ее не признала и выгнала. И, наконец, что никакой Космодемьянской вообще не было. Она полностью придумана советскими идеологами. Вместо Зои подвиг совершила другая девушка. Называли даже ее имя – Лилия Азолина. Лилия Азолина воевала в нескольких километрах от Петрищева. На войну уходила в одно время с Космодемьянской. Приходили люди даже такие хорошие, для которых память о войне была дорога, свята, но тем не менее вот у них даже зародилось такое сомнение. А может быть, это была вот Лилия Азолина, она похожа. Версия оказалась настолько правдоподобной, что НИИ судебных экспертиз Министерства юстиции было поручено провести экспертизу. Там сравнивают довоенные снимки Зои с фотографией повешенной девушки, датированной 1942 годом. Детальная работа, подробное описание на нескольких листах. Такая практика существовала в отношении очень многих партизан, действующих на оккупированных территориях под измененными именами. На фотографии трупа повешенной девушки запечатлена Зоя Космодемьянская. Вот это дословное заключение. Мать Космодемьянской, Любовь Тимофеевна, опознала дочь еще на эксгумации, по пупку, рожала в поле и сама завязывала его узелком. Друзья узнали Зою по шраму на ноге. И когда приехали врач военно-медицинской экспертизы, снял чулки. Зоя в чулках была. Снимает этот шрам. Я говорю, ну она, куда еще? Одно время говорили, что православная русская церковь собирается Зою Космодемьянскую канонизировать, возвести в статус мученицы. Указывали на символичность ее гибели. Фамилия Космодемьянской происходит от соединения имен двух русских святых – Козьмы и Демиана. Дед Зои был священником. Сама она, хоть и комсомолка, была крещена. Факт доподлинный. Подражать Космодемьянской можно. Но, к сожалению, к величайшему, Зоя Космодемьянская не оставила для нас примеров своей собственной личной веры. И поэтому она не может быть канонизирована как святая православной церкви. Наша благодарность таким людям должна проявляться прежде всего в сугубой за них молитве. «Упокой, Господи, душу усопшей рабы Твоя, Зои. Прости ей всякое согрешение вольное и невольное, и даруй ей Царствие Твое небесное». Имя Зоя по-гречески значит «жизнь».